На официальном сайте Русского географического общества приведены такие данные. В июле 1819 года из Кронштадта отправились в первую антарктическую экспедицию два русских военных шлюпа «Восток» и «Мирный». Задачей похода было доказать или опровергнуть существование Антарктиды. Это как бы по официальной версии. Но ведь есть карты, много карт, старых карт, где уже изображена Антарктида. А по официальной версии, лишь якобы только в первой половине 19 века узнали о существовании Антарктиды, что не выдерживает никакой критики. Ну да ладно, далее. 28 января 1820 года остался в истории как день открытия Антарктиды. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева стала 13-й по счету. Интересное число, правда? Русской кругосветной экспедицией и считается одним из самых трудных антарктических плаваний. Ею было пройдено 49 860 морских миль. Путь в 2,25 раза превышающий длину экватора. То есть сам же составитель этой статьи на сайте Русского географического общества недоумевает таким аномально большим пройденным расстоянием. Далее. Плавание продолжалось 751 сутки, из них шлюпы находились под парусами 527 дней, причем 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз, в том числе 4 на расстояние 3-15 километров. В результате была открыта Антарктида. Эти открытия стали одним из крупнейших достижений русской и мировой географической науки. Тут мы наблюдаем жесткое противоречие, которое отметил даже автор статьи с сайта Русского географического общества, так как по официальной версии длина южного полярного круга составляет всего 16 тысяч километров, но в этой статье написано, что они прошли 49 860 морских миль, что составляет 92 340 километров. И это расстояние почти в 6 раз больше длины полярного круга по шарообразной версии. Вопрос: где плавали Беллинсгаузен и Лазарев? Так как на шаре попросту нету столько места, так как, еще раз напомню, длина как северного, так и южного полярного круга по шаровой версии это лишь 16 тысяч километров, а они по официальным данным прошли 92 тысячи километров. Разница просто колоссальна. Но чтобы не делать скоропостижных выводов, давайте разберемся более подробно. На самом деле это расстояние также не ложится и на плоскую круглую карту. Например, если мы посчитаем по карте Глиссона, и если мы возьмем за данность, что от Северного полюса до экватора 10 тысяч километров, то длина южного полярного круга на плоской Земле будет составлять примерно 108 799 километров, что гораздо ближе к 92 тысячам километрам. Разница тут составляет 16 тысяч километров. Забавно, как прям и длина южного полярного круга на шаре. И это в сравнении с неувязкой по шару аж в 76 тысяч километров. Разница на порядок выше. Но тем не менее, все же и 16 тысяч километров неувязка. Это тоже весьма большая такая неувязка. Но сначала давайте по порядку. А этот вопрос я оставлю на самое сладенькое, на концовку. Дотерпите до концовки, не пожалеете, даю слово. Вначале посмотрим источник, написанный, как утверждается, самим Беллинсгаузеном в 1831 году. Двукратное изыскание в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света, изданный впервые, кстати, весьма так поздно, аж в 1831 году. Это через целых 10 лет после самой их экспедиции. Но об этом интересном моменте чуть позже. В самом начале первого тома написано о том, что были назначены две разных экспедиции. Беллинсгаузен поплыл в южные широты, а на Северный полюс поплыл уже Васильев. И тут Беллинсгаузен, или же тот, кто писал за него этот текст, не поленился таки упомянуть шар. Назначение двух экспедиций для обозрения земного шара. Видим, что уже тогда активно зомбировали людей. Именно с первой половины 19 века и началась основная работа по насаживанию гелиоцентризма и всего этого шароверия в значении сфероида. Хотя даже в том же 19 веке привычное современному человеку слово «шар» имело два разных и совершенно противоположных значения. Например, как тут. Толковый словарь Живаго великорусского языка.
И заметим, великорусского тут с одной «с», изданного под авторством Владимира Даля. И тут мы видим, что в первом значении шар – это некий слой, пласт, плоскость. А вот во втором значении это уже некое шаровое, в смысле сферическое тело. Вот так и зомбируют. И, по-видимому, кукловоды решили лукаво подменить понятие, привычное среди населения 19 века. Слово «шар» в значении «плоскость» постепенно начали заменять на значение формы Земли, но как лишь сферического тела. Рождались новые поколения, детей с молодых ногтей приучали к новым понятиям, новым значениям слов, и постепенно такие дети взрослели и обучали тому же своих детей и так далее. Ну а в наше с вами время уже совсем нету такого слова, как шар в значении плоскости, так и живем. И во втором томе в самом конце мы видим ту же самую информацию по пройденному расстоянию, что и на сайте Русского географического общества. По-видимому, отсюда они и брали эту информацию. Отсутствие наше продолжалось 751 день, и сего числа дней мы в разных местах стояли на якоре 224 дня. Под парусами находились 527 дней. В сложности прошли всего 86 475 верст. Пространство сие в 24 раза более больших кругов на земном шаре. Во-первых, тут расстояние дано в верстах, что в пересчете и дает эти самые 49 тысяч морских миль. Создатель статьи с сайта Русского географического общества просто пересчитал версты в мили. Но правильно ли он их пересчитал? Об этом ближе к концу. И во-вторых, тут применено весьма такое загадочное, весьма двусмысленное определение больших кругов на земном шаре. Опять же, если по Далю, который, кстати, был современником того же Беллинсгаузена, то шар в значении пласта, слоя, плоскости и кругов, то есть широт, по которым они плавали. В таком случае никаких противоречий тут нет, а иначе выражение в значении сферы шара, пространство сие в 24 раза более больших кругов на земном шаре выглядит, мягко говоря, странным. Идем дальше. В переиздании этого труда Беллинсгаузена уже в советское время, в 1949 году, в предисловии редактора написано следующее. Выход в свет первого издания труда Беллинсгаузена был связан с целым рядом осложнений. Автор представил свою рукопись, внимание, включающую 10 тетрадей Адмиралтейскому департаменту лишь в 1824 году. И далее. Однако Николай I оставил это ходатайство без внимания. Редактор тут пытается объяснить это недоразумение восстанием декабристов, но это как-то не особо убедительно звучит. В итоге Беллинсгаузену пришлось повторить свою просьбу, и уже аж в 1827 году он обратился к вновь избранному ученому комитету Главного морского штаба с просьбой издать хотя бы 600 экземпляров. Причем он подчеркивал, что материальные соображения его вовсе не интересуют, а ему хочется лишь, чтобы труды его были известны. И что же получается, что экспедиция была завершена в 1821 году, а издали эту работу Беллинсгаузена спустя долгих 10 лет. Ну и чего же они так боялись? И боялся не Беллинсгаузен, но его цензоры в лице самого царя-императора Николая I. Может быть, то, что было написано в отчете антарктической экспедиции Беллинсгаузена, не соответствовало общей линии по одурачиванию людей, а сам Беллинсгаузен спешил. Он очень хотел, чтобы этот труд вышел в свет, и, скорее всего, изначальный отчет рукопись Беллинсгаузена очень сильно отличалась от выпущенной книги в 1831 году. Многое там потерли, но многое там и оставили, безусловно, иначе быть не может. Все фальсифицировать невозможно. Если мы взглянем на оба этих тома, то мы обнаружим, что на протяжении всех двух книг координаты тут даны совсем не в шаровой системе координат, так как по сферической системе координат долготы могут быть в диапазоне от 0 до 180 градусов на восток и от 0 градусов до минус 180 градусов на запад. Но в отчете Беллинсгаузена от привычной шаровой системы осталось только восточное и западное направление долгот.
которые и на круглой плоской карте также применимы. Но вот градусное направление самих долгот в отчете Беллинсгаузена совсем иное. По общепринятой системе координат такого не может быть, чтобы долгота переваливала за 180 градусов. На шаре 180 градусов – это максимум для долготы, так как далее идет уже нулевой меридиан и заново 180 градусов, но только уже в другую сторону. Давайте же разбираться с этой весьма неумелой попыткой цензоров Беллинсгаузена сгладить неудобные углы. Помимо этих двух книг, существует также и атлас Беллинсгаузена, который тоже был издан в 1831 году. И в этом атласе присутствует огромное количество карт, причем скорее всего оригинальных, или же срисованных с оригинала. Цензоры, которые приводили марафет в отчете Беллинсгаузена в течение целых 10 лет, не давая издать этот труд. Но они пропустили не только иную систему координат в тексте отчета Беллинсгаузена, но цензоры пропустили также и карты, которые присутствуют в этом атласе. Они их не стали трогать. Возможно, они их просто не понимали. Не понимали всю эту морскую навигацию. Черт их знает, этих моряков. Что там за циферки они ставят. Поэтому это могли и пропустить. А возможно и вообще не посмели тронуть. Ну в конце концов, должно же быть там хоть что-то от самого Беллинсгаузена. Должно же быть в конце концов какое-то достояние, какое-то наследие для истории, а не просто тупо какая-то фальсификация. За это достояние, как видим, и боролся Беллинсгаузен. Он требовал, чтобы этот труд был выпущен. И он в итоге, хоть и скорее всего с большими правками, но был выпущен. Эту подмену мне помог разоблачить мой соратник и просто хороший человек. Автор канала Флот Бардак Роман. Он профессиональный моряк, регулярно ходит в рейсы, работает с морской навигацией и современным программным обеспечением. Кому интересна морская тематика, то переходите на канал Романа, узнайте много интересного. Хотя он затрагивает и многие другие темы, в том числе и вопросы мироустройства. Вначале я обратил внимание на карты в этом атласе Беллинсгаузена, изданном в 1831 году. Причем самая первая заглавная карта в самом начале атласа, она выполнена в шаровой проекции, где показано южное полушарие, а также и весь маршрут, который проделала экспедиция Беллинсгаузена. Соответственно, эта карта не могла быть оригинальной времен самой экспедиции, потому что на ней показан уже весь их пройденный маршрут. Логично, что эта карта является уже поздней, сделанной как бы для иллюстрации, просто чтобы показать маршрут экспедиции. И показать это на шаровой карте. И эту карту подготовили и нарисовали уже редакторы этого атласа. И сразу скажу, в этом атласе больше нету подобной шаровой карты. Все остальные карты в атласе имеют совершенно иной вид, и, признаться, я первый раз в жизни увидел подобные карты. Во-первых, они все совершенно плоские, с прямоугольной системой координат. Также мое внимание привлекла и градусная сетка, которая выглядела совершенно необычно. В итоге я показал эти карты автору канала Флот Бардак Роману, и он дал свои пояснения. По его словам, раньше было другое градусное направление. Оно состояло из 360 градусов. Между прочим, на старой итальянской карте 16 века Монте-Урбано показана именно такая градусная сетка в 360 градусов. Но карта Монте-Урбано, которую я уже много раз показывал в своих видео, является картой плоской Земли в геоцентрической модели, что прямо проиллюстрировано в углу на этой карте. Это не проекция какая, а именно карта плоской Земли с градусным направлением в 360 градусов. И на картах из атласа Беллинсгаузена точно такое же градусное направление в 360 градусов. А теперь вопрос. Почему на первой карте из атласа была показана каноничная шаровая карта с обычным шаровым градусным направлением от нулевого меридиана западной долготы на 180 градусов и восточной долготы на те же 180 градусов? А вот уже на самих оригинальных картах самой экспедиции Беллинсгаузена карты уже совершенно другие, выполненные в совершенно другой системе координат. Что же произошло за эти 10 лет? Когда на государственном уровне целого царя-императора тянули с обнародованием отчета Беллинсгаузена. Может, в то время и началась как раз активная стадия шаровой пропаганды, а экспедиция Беллинсгаузена сыграла роль некого катализатора, потому что в послепотопный период, а это был как раз послепотопный период,
Новая элита того времени, видимо, безмерно желала узнать пределы нашего мира и, возможно, проверить свои догадки. И они проверили это посредством этой экспедиции. И, как мне видится, царь-император Николай I понимал, что раскрывать истину мироустройства всем людям не стоит. Возможно, он боялся хаоса, боялся потерять власть и потерять контроль над ситуацией в стране. А как мы хорошо знаем по нашему времени, шаровая замкнутая система – это идеальная тюрьма для манипулирования и контроля за людьми. Поэтому царь так долго и тянул с изданием этого отчета Беллинсгаузена. За эти 10 лет цензорам пришлось значительно переработать изначальный отчет Беллинсгаузена. Неизвестно, что было написано в оригинальном рукописном отчете Беллинсгаузена. Доступ к нему закрыт. Цензоры, которые работали над отчетом и атласом, они поместили шаровую карту в самое начало атласа и таким образом привнесли огромное количество противоречий и нестыковок. Эта шаровая карта является их самым ярким проколом, потому что на этой шаровой карте изображена сферическая система координат с восточной и западной долготой. Но вот атлас, в котором были включены оригинальные карты экспедиции, а также система координат, описанная в письменном отчете, где присутствовало градусное направление в 360 градусов, а они не стали их трогать. Соответственно, в самом тексте 2 томов отредактированного отчета Беллинсгаузена присутствует, тем не менее, градусное направление в 360 градусов, но что жестко противоречит с единственной заглавной картой атласа, и которая входит в непреодолимое противоречие с остальными картами из атласа, на которых присутствует другая система координат. Градусное направление в 360 градусов. Но вот вы сами подумайте, какой смысл было описывать в отчете и в картах атласа градусное направление в 360 градусов, а вот на заглавной карте показывать уже совсем другую систему координат от нулевого меридиана 180 градусов западной долготы и те же 180 градусов, но восточной долготы. Это же совершенный абсурд. Но, видимо, такой уровень зомбизации в то время был допустимым. Люди той эпохи не задавали вопросов, потому что уровень образования среди обычных людей был очень низок. И к тому же надо понимать, что этот отчет Беллинсгаузена был большой редкостью. Его мало кто мог вообще прочитать. Но это еще далеко не самое интересное. Посмотрим же более подробно на эту шаровую карту из атласа. И заметим весьма необычное для нашего времени название южного тропика Козерога. Он тут назван как «Поворотный круг Козерога». Весьма интересное название. И тут же мы видим уже нечто совершенно странное. Тут показан нулевой гринвичский меридиан. Это весьма странно, ведь, согласно официальным данным, гринвичский меридиан впервые был установлен в качестве нулевого лишь в 1851 году. Я напомню, экспедиция Беллинсгаузена началась в 1819 и была закончена через 3 года, в 1821 году, а отчет и атлас были изданы спустя 10 лет, в 1831 году. Но на этой шаровой карте уже присутствует гринвичский меридиан. Мне могут возразить, и да, действительно, там история эта темная с этим гринвичским меридианом. Пишут, что он разрабатывался еще аж с первой половины 18 века, но лишь официально был принят в середине 19 века, то есть уже значительно после экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена. Весьма странно, что на карте из атласа Беллинсгаузена, посвященной первой русской экспедиции, использован именно неофициальный английский гринвичский меридиан, который только разрабатывался. Почему на карте был показан именно неофициальный английский гринвичский меридиан? Ведь в то время, по официальной версии, в Российской империи был свой собственный официальный меридиан. Читаем официальную справку. Петербургский меридиан. Меридиан использовался в качестве нулевого меридиана для отсчета географической долготы на картах Российской империи до появления Пулковского меридиана. Уже в начале 40-х годов 18 века стали появляться карты с долготами от Петербурга. Среди дошедших до нас русских рукописных карт 18 века имеется, например, ландкарта течения реки Самары и реки Яйка, на которой долготы были уже от Петербурга. То есть в 18 и первой половине 19 века в Российской империи был официальный, я подчеркиваю, официальный петербургский нулевой меридиан.
А в свою очередь Пулковский меридиан был принят в Российской империи за нулевой меридиан в 1844 году. Так почему на карте изображен гринвичский неофициальный английский нулевой меридиан? По мне так это весьма странно. Возможно, что эта шаровая карта вообще была вклеена в этот атлас уже гораздо позже. Уже после того, как в 1851 году был принят Гринвичский меридиан. Причем в 1851 году Гринвичский меридиан был принят официально только в самой Англии. И только лишь в 1871 году на Международном географическом конгрессе в Антверпене Гринвичский меридиан был принят уже как единый мировой стандарт. Это означает, что эта шаровая карта могла попасть в атлас даже уже после 1871 года. И в таком случае, по крайней мере, сохраняется хоть какая-то логика. И поместить эту шаровую карту могли как раз с целью запутать пытливые умы, которые могли задавать вопросы по поводу остальных карт в атласе. Но в итоге фальсификаторы обдурили сами себя. По сути, такими грубыми действиями они и раскрыли свою собственную лукавую попытку ввести в заблуждение. И в качестве дополнительного наблюдения также заметьте, каким же грубым явно машинным шрифтом набито оглавление к этому атласу, и сравните это с красивым рукописным почерком, который присутствует в надписях на остальных листах атласа. Подобное стилистическое несоответствие тоже сразу же бросается в глаза. По-видимому, вышедший в 1831 году в сильно отредактированном виде атлас Беллинсгаузена еще в последующее время доводился до шарообразного ума различными цензорами, а возможно вообще, что этот атлас никогда не выходил в 1831 году, а является уже более поздней компиляцией и переработкой. Так, ну и переходим к самому интересному. Как было уже сказано, длина южного полярного круга по шарообразной версии составляет лишь 16 тысяч километров, а по данным сайта Русского географического общества они прошли 92 340 километров. Так где плавали целых 3 года Беллинсгаузен с Лазаревым? Они плавали на шаре или же на плоской земле? Для того, чтобы быть более объективным, я попросил профессионального моряка Романа с канала Флот Бардак произвести расчеты. На этой шаровой карте с атласа Беллинсгаузена показан маршрут экспедиции, но он тут показан не так четко. Для удобства я буду пользоваться переизданием этого отчета, вышедшего уже в советское время, так как тут более наглядно показан их пройденный путь. Эта карта так и подписана. Карта плаваний экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в Антарктике в 1819 по 1821 годы на шлюпах «Восток» и «Мирный». И на этой карте, и на карте из атласа 1831 года видно, что путь их антарктической экспедиции начинается с бразильского города Рио-де-Жанейро. В отчете есть даже отдельная глава, которая так и называется «Отбытие из Рио-де-Жанейро и далее плавание по Южному океану». А теперь большой вопрос. Пройденная дистанция по официальным данным в 92 тысячи километров. Она начинается откуда? От Рио-де-Жанейро или же от Петербурга? Но мы не будем гадать. Роман, огромное ему спасибо, провел расчеты на действующем морском навигационном оборудовании. Сначала он наложил маршрут, который был изображен на карте из атласа, то есть без их пути из Петербурга до Рио-де-Жанейро и обратно. И вот что получилось. Если ты обратишь внимание, то что маршрут, который есть в интернете, который ты мне скинул, он сделан из проекции шара. Вот. Но у меня это проекция Меркатора, и поэтому я по ней как бы считаю. Вот. И согласно построенному маршруту, который они сделали, который я нашел в интернете, вот, они прошли 26 505 миль. Но это от Южной Америки, вокруг Антарктиды, заход в Австралию, там Новую Зеландию и так далее. И, в общем, там они сделали как кружок. Ну, согласно тому, что я нашел в интернете. Вот. Потому что, как бы, если, короче, все это делать с шара на Меркатор, короче, не получается. То есть я сделал, у меня совсем как бы разногласия получились, потому что, ну, по проекции это как бы
такая херня, понимаешь? Они могут отличаться, то есть показано так, а у тебя на проекции будет по-другому маршрут. И, в общем, делал я через это. В общем, короче, получилось вот этот вот маршрут 26 505 миль. Вот, сейчас до Кронштадта, досчитай, от Рио-де-Жанейро до Кронштадта. Дистанция на карте с атласа Бринсгаузена составила 49 тысяч километров. И да, тут было посчитано их плавание, в том числе и в Тихом океане, которое к самой Антарктиде по шарообразной версии как бы не имеет никакого отношения. Но даже с этим весьма интересным крюком они прошли порядка 49 тысяч километров. А я напомню, по официальной версии они прошли порядка 92 тысяч километров. В данном случае неувязка почти в 2 раза. Но кто-то скажет, что нужно учитывать и их путь из Петербурга до Рио-де-Жанейро и обратно. Роман сделал и такие расчеты. Из Кронштадта в Рио-де-Жанейро и обратно из Рио в Кронштадт. И получилось 28 446 километров. И всего получается 77 533 километра. Неувязка около 15 тысяч километров. И это даже с учетом их совсем не антарктических плаваний в Тихом океане, а также с учетом их пути из самого Петербурга и обратно. Все равно получается неувязка в 15 тысяч километров. Но кто-то все равно может сказать, что это не точные расчеты, потому что они могли дрейфовать, зигзагом плыть, бороться с течением и вообще наматывать большие расстояния. И это резонное замечание для парусного судна. Роман в качестве погрешности к своим расчетам добавил бы еще 3000 морских миль. Это 5500 километров на все их подобные зигзаги и виляния. О, ну там как удобно, как бы мне, так сказать, как бы слава не нужна и так далее. Ты попросил, я как бы сделал. Как бы хочешь упоминай, хочешь не упоминай, мне как бы, ну, мне не жалко. Вот. Что еще? Ну, если хочешь, то можешь использовать там мои материалы, никаких проблем. Слушай, ну, если как бы брать, ну, я бы добавил, к примеру, не знаю, 1003, наверное, к своему. Если там делать загибы там какие-то, ну, 1003 бы я, наверное, добавил, на свой взгляд. Вот, а так, ну, хрен его знает, сколько там, чего. Вот. У меня все как по прямой было. Вот, а там как там по факту, ну, хз. Но даже при всех этих допустимых натяжках получается неувязка аж в 9000 километров. Очевидно, что заявленное официально пройденное расстояние экспедиции Бринсгаузена значительно не соотносится с масштабами шарообразной Земли и их официально заявленного маршрута плавания. Но расстояние в 92 тысячи километров также не соотносится и с плоской круглой Землей, ведь по карте Глиссона южный полярный круг равен аж 108 тысячам километров. И это только лишь полярный круг на карте плоской Земли. Но тут есть много нюансов. Давайте разбираться. Если мы внимательно посмотрим на карту маршрута экспедиции Бринсгаузена, то обнаружим, что их экспедиция не замкнула полностью круг. Мы видим большую проплешину около Южной Америки, которая примерно составляет 23 градуса. А также мы видим еще большую проплешину в районе Австралии, которая составляет уже 66 градусов. Что всего составляет около 89 градуса неувязки. Помимо этого на этой карте видно, что они плыли весьма зигзагообразно, то опускаясь ниже полярного круга, то поднимаясь значительно выше, и не только полярного круга, но также даже выше 60 градуса. Абсолютно точно, без точных координат, конечно, посчитать не удастся. Но погрешность несколько тысяч километров допустима и никак особо не повлияет на наши выводы. Поэтому для облегчения расчета возьмем примерно на глаз среднее значение на 64 градусе южной широты, их предполагаемой траектории ниже 60 градуса. Окружность по карте плоской Земли Глиссона на 64 градусе южной параллели составит 107 404 километра. Далее возьмем 23 градуса неувязки около Южной Америки, а также 66 градусов неувязки около Австралии. Итого получим 89 градусов неувязки, что 360 градусов составляет около 25%.
В свою очередь, 24,73% от числа 107 тысяч километров южной параллели на 64 градусе равняется 26 561 километру. Далее от длины окружности плоской Земли на 64 градусе южной широты отнимем 26 561 километр и получим 80 843 километра. Это усредненная длина маршрута ниже 60 градуса, которую они бы прошли на плоской карте, если примерно наложить их маршрут, который показан в атласе Беллинсгаузена, на карту плоской Земли. Но в данном случае нужно еще учитывать, что 80 тысяч километров – это в данном случае только лишь расстояние, которое могло быть пройдено ими. Но тут учитывается расстояние только их плавания ниже 60 градуса южной параллели. А если учитывать их путь от 60-й параллели до Рио-де-Жанейро и обратно, то это составит еще дополнительные 9417 километров. А также их весьма странный крюк до острова Таити в Тихом океане, который дополнительно будет равен 27 тысячам километрам. В сумме получается 37 тысяч километров, которые нужно прибавить к ранее полученным 80 тысячам километров. И в итоге получаем 117 878 километров. А также и не забыть про дорогу из Петербурга до Рио-де-Жанейро и обратно, что еще дополнительные 28 тысяч километров. И в итоге мы получаем примерно 146 324 километра. Что еще больше не соответствует изначально написанному в отчете Беллинсгаузена расстоянию в 92 тысячи километров. Тут неувязка в сторону увеличения уже почти в 54 тысячи километров. Что еще больше, чем даже неувязка по шару, где при всех допустимых натяжках неувязка была 9 тысяч километров, что тоже много, но значительно меньше, чем 53 984 километра. И что же выходит? Расстояние в 92 тысячи километров более близко к шаровой версии. Плоская Земля отменяется, что ли? Да? Нет. Не все так просто. На уровне интуиции, во время изучения и сбора материала к этому фильму, я чувствовал, что я что-то пропустил. У меня такое бывает весьма часто при моем поиске информации. Наверное, это интуиция. Или же какое-то чутье исследователя, которое выработалось с опытом. Давайте вернемся к самому началу. На сайте помойки Русского географического общества написано, что экспедицией было пройдено 49 860 морских миль. Так и написано «морских миль». И далее путь в 24 раза превышающий длину экватора. Собственно, отсюда я и получил те самые искомые 92 тысяч в пересчете на километры. Но в оригинальном издании труда Беллинсгаузена 1831 года в самом его конце написано «прошли всего 86 475 верст. Пространство сие в 24 раза более больших кругов на земном шаре». Ну тут и слова нету об экваторе. В Русском географическом обществе додумали это по аналогии. В оригинале были некие круги. Во множественном числе круги. Ну а слово «шар», как мы уже видели, в 19 веке имело также значение и плоскости. А вообще, это выражение «более больших кругов на земном шаре», оно весьма туманно. Современные комментаторы натянули его на один лишь экватор. Ну да ладно. Но это не самое интересное тут. Прошли всего 86 475 верст. Расстояние тут дано в верстах. Но комментатор из Русского географического общества на сайте написал почему-то в морских милях. Видимо, он пересчитал версты в морские мили. Но по общепринятой версии он взял за версту примерно 1 километр. Но с чего это он взял, что мореплаватель Беллинсгаузен в начале 19 века пользовался именно километровой сухопутной верстой? Откроем энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, который вышел в конце 19 века, и посчитаем определение версты. Верста, иначе поприще, русская путевая мера. Магнитский в своей арифметике также считает в градусе 80 старых верст по 750 пассов геометрических или саженей. То есть пассы — это сажени. Поэтому старая русская геометрическая верста
равнялось почти 656 нынешним саженям. Но тот же Магнитский показывает в градусе 60 итальянских миль, по 1000 пассов каждая. А в актах 1658 года и 1697 года итальянская миля считалась равной версте, и поэтому такая верста равнялась 875 нынешним саженям. В 1629 году существовала мерная верста в 1000 сажень. Уложением же 1649 года установлена верста в 1000 сажень трехаршинных и далее. Тысячная верста существовала в течение почти всего 18 века. О ней говорится во многих указах и, между прочим, в межевой инструкции 1754 года. А из указа 11 сентября 1744 года видно, что вместе с тысячную верстою употреблялась верста и в 500 сажень. Нынешняя верста в 500 саженей равна приблизительно 1 километру. Обнаруживаем поразительное. Оказывается, существовала и была весьма распространена верста, состоящая из 1000 саженей, которая в свою очередь равнялась 1 географическому градусу, то есть 60 верст равнялись 60 морским милям, и это все равнялось 1 градусу. Соответственно, это значит, что верста равнялась морской миле. Но правда составители энциклопедического словаря Брагауса и Ефрона, который вышел на стыке 19 и 20 веков, они почему-то считают, что эта самая 1000-я верста использовалась в 18 веке. А вот про 19 век они деликатно промолчали. От слова совсем промолчали. И это странно. Самое ближнее к ним время они не осветили в своей энциклопедии. Видим большой временной провал. Но чтобы разобраться в этой запутанной истории, откроем один замечательный источник, подготовленный для царских гимназий и вышедший в 1850 году. Между прочим, спустя лишь пару лет, в 1852 году, умер и Беллинсгаузен. То есть этот источник, по которому учили студентов в середине 19 века, вышел еще во время, когда был жив сам Беллинсгаузен. Это показательно для того, чтобы нам точно понять, какие версты имел в виду Беллинсгаузен, описывая пройденное расстояние в своем отчете по антарктической экспедиции. Народное просвещение, 1850 год, Санкт-Петербург, в типографии Императорской академии наук. В 1 миле считается 869 1/2 русских сажень. Наших сажень ровно 1000. Итак, новая сажень менее старая на 13 сотых или 3/4 фута, хотя новая сажень значительно разнится от старой. Но в этом мы не видим препятствий к перемене старой сажени на новую. Надобно заметить, что только у нас употребляется такая большая сажень. И чуть ниже. Версту можно бы сделать 500 сажень, но мы не находим в этой мере надобности, потому что миля имеет 1000 сажень, а до 1000 очень легко считать. И легче даже представить себе понятие об отношении числа к 1000, нежели к 500. Также в этом источнике приведена просто замечательная таблица, где уже наглядно видно, что 1 градус равняется 60 морским милям. Миля же в свою очередь равняется 1000 саженям, а сажень же в свою очередь равняется 6 футам. И именно понятие того, что сажень это 6 футов, дает понимание того, что под милей тут имеется в виду именно морская миля, а не британская сухопутная статутная, которая меньше морской. Но тут есть еще кое-что интересное и даже забавное. Если мы откроем Википедию, статью «Сажень», то мы там увидим: во времена Петра I русские меры длины были уравнены с английскими. 1 аршин принял значение 28 английских дюймов, а сажень 7 английских футов. 11 октября 1835 года, согласно указанию Николая I о системе российских мер и весов, длина сажени была подтверждена, 1 сажень была приравнена к длине 7 английских футов. И действительно, есть такая книга «Свод законов» за 1835 год, где так и написано: «Повелеваем основанием российской линейной меры оставить навсегда сажень в 7 настоящих английских футов». Но что тогда получается? Это же противоречие. Ведь в царской гимназии учили наоборот, что сажень это 6 футов. Но возможно тут никакого противоречия нету. Ведь в своде законов написано про линейную меру.
Это математическая мера сажени. А вот в гимназийской книге, очевидно, была описана морская сажень. В Википедии даже есть статья на эту тему. Морская сажень – единица длины в английской системе мер и производных от нее, равная 6 футам. И забавно, что в русской статье про сажень написано: в Древней Руси, внимание, в Древней Руси применялось не одна, а множество разных саженей. Например, морская сажень, равная 1 метру и 83 сантиметрам. В какой это еще Древней Руси? В середине 18 века в царской гимназии учили студентов морской сажени, которая равнялась 6 футам. И это что, Древняя Русь? Середина 19 века – это Древняя Русь, что ли? Вот такой бред частенько можно увидеть в Википедии, так как пишут ее полные дегенераты. Кстати, церковная сажень была очень близко к морской и равнялась 1 метру 86 сантиметрам. А также в этой книге приводится еще один интересный факт. Миля есть величина 1 минуты земного круга. Зная расстояние двух городов в градусах и минутах, мы прямо знаем число миль, помножив только число градусов на 60. А если астрономическое положение двух городов определено верно до 1 секунды, то мы можем знать даже число футов, потому что в 1 секунде ровно 100 футов. Итак, градусы земного круга несравненно легче переложить в мили и сажени, нежели в километры и версты. Вот уже преимущество нашей системы перед французской и перед всеми другими. Оказывается, значит, учили в этой гимназии земному кругу, не сферической земли, но земному кругу, а круг – это часть плоскости. А современные же люди являются свидетелями того, как слово «круг» значительно поменяло свое значение, и теперь клоуны-космонавты постоянно называют Землю круглой, но при этом подразумевают для общественности сферическое тело. Так и зомбируют, так лукаво и подменяют смыслы и даже целые понятия. Таким образом, что же получается? Становится очевидным, что Беллинсгаузен под верстой подразумевал морскую милю, потому что верста – это 1000 сажень, а сажень – это 6 футов. Соответственно, верста – это знак равенства с морской милей. Наверняка кто-то из троллей напишет в комментариях, мол, Беллинсгаузен писал только о короткой сухопутной версте. Таким людям и отвечаю: вы полные дегенераты. Беллинсгаузен не мог писать о короткой сухопутной версте, потому что он, во-первых, был мореплавателем, адмиралом флота. Он плавал по морям-океанам. А во-вторых, в своем отчете он описывал конкретно пройденное расстояние по водам морей и океанов. Соответственно, он не мог описывать это в рамках короткой сухопутной версты, в принципе. В отчете Беллинсгаузена верста – это морская миля. А это означает, что редактор сайта русской географической помойки осознанно солгавший или же неосознанно вел людей в заблуждение, неправильно переведя версты в морские мили. Редактор считал за версту примерно 1 километр. Это короткая сухопутная верста, поэтому и получилось так мало морских миль. Мне сложно поверить, что это случилось лишь по незнанию, потому что иначе те, кто сидят в этой помойке русского географического общества, абсолютно некомпетентны в вопросах географии. Но надо сделать небольшое дополнение, чтобы совсем быть точным. Морская верста Беллинсгаузена все же немного меньше стандартной морской мили. Морская верста – это примерно 0,98 морской мили, и в свою очередь это равняется 1,82 километра, а морская же миля равняется 1,85 километра. Как мы видим, разница совсем небольшая, поэтому условно можно называть версту Беллинсгаузена морской милей или же морской верстой, потому что эта верста состоит из 1000 морских саженей. Но в таком случае получается, что Беллинсгаузен с Лазаревым прошли в пересчете на нормальные обычные морские мили 85 391 морских миль, что соответствует 158 тысячам километрам. И теперь становится понятным, почему же их экспедиция длилась долгих 3 года. Вспомним загадочную фразу из отчета Беллинсгаузена. В общей сложности прошли всего 86 475 верст. Пространство сие в 2/4 раза более больших кругов на земном шаре.
Работник сайта Русского географического общества перевел эти круги как экватор. И да, скорее всего это так и есть. Больший круг это и есть экватор. Например, в книге 1805 года «Новейшая всеобщая география» так и написано «Экватор есть большой круг». Но в той фразе из отчета Беллинсгаузена есть круги во множественном числе, и конкретно 2 круга. Пространство сие в 2/4 раза более больших кругов. То есть кругов во множественном числе. 2 круга 2/4. Написано же вроде по-русски, но на помойке географического общества, видимо, там не понимает русский язык. Здесь имеется в виду действительно экватор, больший круг. Но длина круга дана в размере 2 окружностей экватора и четверть от суммы этих 2 окружностей. И тут даются конкретные данные пройденного расстояния. 86 тысяч верст, что соответствует расстоянию в 158 тысяч километров. И по этим конкретным данным мы можем узнать длину экватора, которую подразумевал Беллинсгаузен, когда он писал эти строки. Давайте посмотрим на карту Глиссона. Если от Северного полюса до экватора 10 тысяч километров, то очень просто можно вычислить длину такой окружности, то есть длину экватора на плоской карте. Это простое математическое вычисление. Длина экватора на карте Глиссона равняется не 40 тысячам километров, как на шаре, но 62 831 километру. 2/4 раза более больших кругов. Это значит, нам нужно умножить длину экватора на 2. И мы получим 125 662 километра. Также от полученного числа мы должны узнать его четверть. Для этого нужно это число разделить на 4. И мы получим 31 415 километров. Это число является четвертью от полученной ранее суммы 2 экваторов. И эту четверть нужно прибавить к нему. В итоге мы получаем 157 077 километров. Это и есть 2 больших круга. То есть экватора с четвертью от суммы этих самых больших кругов. И по удивительному совпадению, или быть может стечению обстоятельств, полученное число практически идеально ложится в 86 тысяч верст, которые соответствуют 158 тысячам километров. Как вы думаете, такое совпадение возможно? И вспомним также расчеты по пройденному расстоянию для плоской Земли, которые были получены ранее, причем которые были получены совершенно другими методами. Это расстояние равнялось 146 тысячам километров, но это расстояние дано по прямой, без их предполагаемых виляний, борьбы с течением и подобным. Если мы для шаровой Земли приплюсовали погрешность в 5500 километров, то для плоской Земли эту погрешность, как мне кажется, нужно увеличить минимум в 2 раза, так как расстояние по плоской карте кратно больше расстояния, которое они могли бы пройти на шаре. Значит, 146 тысяч километров плюс погрешность в 11 112 километров. И получаем 157 436 километров. И это число практически идеально ложится в полученные ранее расстояние в 2/4 раза более больших кругов в 157 тысяч километров, а также данные по пройденному расстоянию в морских верстах, описанных в отчете Беллинсгаузена, которые равнялись 158 тысячам километрам. А по поводу же этих странных слов в отчете Беллинсгаузена: пространство сие в 2/4 раза более больших кругов на земном шаре, то тут, как я вижу, есть несколько вариантов. Беллинсгаузен, который писал свой отчет в первой половине 19 века, мог использовать старое значение шара, как поверхности Земли, плоский слой Земли. Подобное значение слова «шар» присутствовало даже в энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона, который вышел в конце 19 века. Или же Беллинсгаузен, или тот, кто редактировал и готовил к печати его отчет, осознанно написал «шар». Именно в смысле сферической Земли, ведь мы помним, как долго и упорно упрашивал Беллинсгаузен самого царя-императора, чтобы ему позволили издать этот его труд. И только лишь спустя 10 лет этот отчет с атласом выходит в свет. Беллинсгаузен мог осознанно написать «шар», в смысле сферической Земли, чтобы этот отчет просто вышел в печать. Возможно, это было одно из условий, которые ему могли поставить, потому что людям не хотели открывать правду по форме нашего мира. Но даже если это было так,
то это ничего не меняет. Наоборот. В таком случае тут жесткое противоречие, потому что расстояние, данное в морской версте, не соответствует размерам сферической Земли, а также слова 2,25 раза более больших кругов тоже совершенно не ложатся в картину сферической Земли. По сути, это пасхалка от Блинсгаузена. Он хотел, чтобы люди узнали правду. Именно поэтому он так радел за издание этого труда. Он оставил эту зацепку нам, оставил осознанно будущим поколениям. А на сайте русской географической помойки попытались лукаво подменить понятие и посчитали за версту короткую сухопутную версту. Хотя в итоге на своем говносайте они написали пройденной экспедиции расстояние в морских милях, потому что описывать пройденное по воде расстояние в километрах это неправильно. Таким образом они попытались натянуть все это дело на шар. В моем фильме «Засыпанные города 20 века» у меня была схожая ситуация, когда в старом источнике 17 века давались данные на расстояние до допотопного города Рубосса, это современный Ногинск, и расстояние там было дано в милях, но не современных милях, а в старонемецкой миле, которая равнялась 7420 метрам. И это можно легко было проверить, так как в этом источнике немецкого автора Адама Алярия приводились данные расстояния и от города Владимир до Нижнего Новгорода. И расстояние это было равно в книге всего 42 милям, что невозможно, если считать за милю современную статутную милю или же морскую милю. Миля Адама Алярия была гораздо больше в несколько раз. И это безусловный факт. А в президентской библиотеке имени Ельцина присутствует оцифрованное репринтное издание труда Адама Алярия. Но 2 этих страниц на сайте нету. Остальные есть, а этих 2, где и описаны все эти странные мили, нету. Их не выложили на сайт. Вот так вот и затирается наша история. Кстати, скорее всего, реформа по изменению длины версты в 19 веке и была создана в качестве того, чтобы натянуть все расчеты на сферическую Землю и чтобы убрать противоречия из разных старых источников, где данные давались в старых верстах и они противоречили сферической Земле, так как эти версты и мили были гораздо больше. Именно в 19 веке активно и насаживалось это все шарообразие. А мы вспомним, что 11 октября 1835 года по официальной версии вышел указ Николая I о системе российских мер и весов, где было предписано за 1 сажень считать 7 футов. А этот указ вышел в 1835 году. Это уже после экспедиции Беллинсгаузена и даже после издания в 1831 году его отчета и атласа. Именно это и была, скорее всего, отправная точка попытки убрать старую длинную версту и заменить ее на короткую версту для обоснования шарообразной сферической Земли. Ну и в завершение я выскажу предположение и попытаюсь объяснить этот весьма странный крюк в маршруте экспедиции Беллинсгаузена. На шарообразной Земле эта петля до острова Таити в Тихом океане выглядит просто несуразной. Ну зачем им вообще нужно было делать эту петлю? Это же полнейший бред. Экспедиция же у них антарктическая, как бы. Скорее всего, это связано с тем, что цензоры, которые обрабатывали отчет Беллинсгаузена, им пришлось реальный маршрут экспедиции, который проходил, разумеется, на плоской Земле. Так вот, этот маршрут им как-то пришлось запихнуть в южное полушарие сферической Земли. Но так как на шарообразной планете в южном полушарии места по сравнению с плоской Землей совсем немного, то им и пришлось выдумать эту петлю, которой в реальности, разумеется, скорее всего не было. Потому что в реальности на плоской Земле в южных широтах идет сильное расширение, там пространство гораздо больше. И, соответственно, эта петля на плоской круглой карте просто-напросто распрямится. Они плыли по кругу, никаких подобных аномальных петлей они, скорее всего, не делали вовсе. По крайней мере, на карте Глисона все предельно понятно. Они плыли по кругу, пройдя за 3 года огромное расстояние, более 150 тысяч километров.
И также весьма интересно, что эта петля начиналась в Австралии. Ну вот где Австралия, а где Антарктида на шарообразной Земле? Зачем им надо было плыть в Австралию и потом еще дальше, выше в Тихий океан? Они поднялись даже выше экватора. Ответ на этот вопрос может дать карта Монте-Урбано, которой я много раз пользовался в своих исследованиях, и в очередной раз она нам помогает. В третьей части моего фильма «Черное солнце» я показал, что Австралия есть часть Антарктического кольца, а в Антарктическое кольцо включено много различных континентов, порядка 9 континентов. И также надо учитывать, что карта Монте-Урбано показывает мир таким, каким он был в допотопный период, до момента катастрофы, которая в значительной степени изменила в том числе и многие береговые линии континентов. Затопила многие острова и даже целые континенты. Например, на карте Монте-Урбано показана Австралия, еще соединенная затопленным ныне гигантским континентом Зеландией. Поэтому этот континент кажется тут таким непомерно большим. В результате этой катастрофы от континента Зеландия, бывшей единым целым современной Австралии, остались лишь современные острова Новая Зеландия. И даже современные ученые признают, что Зеландия была или затоплена, или же каким-то образом опущена вниз на дно океана. Но правда, они относят эти события в глубочайшую древность. За много миллионов лет до исторического периода. Они опираются на неправильную хронологию, потому что места для этой катастрофы в современной парадигме истории нету.